Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами делюсь десертом. Десертом корейским бинсу. И нет, это не ругательское слово, а именно вкусный такой десерт, который делается из 2-3 ингредиентов плюс фрукты или ягоды. В общем, смотрите, пробуйте. Достаточно все просто и вкусно. Берем молоко и сгущенное молоко, сливки. Я беру 250 мл сливок и 800 мл молока. На литр буду делать все вместе. Но можно сливки вообще исключить и взять только банку сгущенки и литр молока. И все взбиваю в блендере. И вот кладу банку сгущенки. Как я уже сказала, я использую еще сливки, чтобы пожирнее было. Сливки у меня 38%. Сначала взбиваю их буквально несколько секунд. И вот сливки, они дают жирность. Видите, они начали уже взбиваться, но я их сильно плотно не взбиваю, прям вот как для тортов взбиваем обычно. И добавляю молоко. И опять взбиваю буквально несколько секунд, 20-30 секунд до однородности. И вот получается, видите, какая пенка от сливок получается, то есть пожирнее, оно вкуснее на самом деле. Но можно, говорю, взять вообще просто молоко. И теперь разливаю в пакеты. Здесь вы, кстати, можете попробовать на сахар. Теперь я беру вот такие зип-пакеты, то есть с закрывашкой вот здесь вот. Не заполняйте пакет прям доверху. Почему? Потому что иначе, когда вы закроете и начнет замораживаться будущий десерт, то он начнет становиться больше. И тогда просто есть шанс, что разорвет пакет вам. Теперь закрываю, в морозилку кладу на 5-6 часов, не меньше. А пока можно сделать ягодный сироп вкусный. Все, и вот таким вот образом, вот так вот по прямой кладу в морозильную камеру. Для ягодного соуса, неважно, какую ягоду вы возьмете, малину, чернику, манго буду вот еще делать, все то же самое. То есть вот граммов 200 я ягоды беру, ее перемалываю сейчас в блендере, сахар и крахмал кукурузный, все. То есть соус ягодный или вот пропитки для тортов одинаково делается. Складываю в блендер и перемалываю. И так как вот в черной смородине, малине, в ежевике, в клубнике есть косточки, то обязательно нужно процедить через сито, чтобы эти косточки просто они неприятные и чтобы они не попадались. Процеживаю вот через сито. И получается вот такое вот чистое пюре. У меня тут кастрюлька большеватая, конечно, для этих дел, но другой сейчас нет. Ставлю на плиту стакан сахара неполный, я говорю граммов 150-160, потому что смородина достаточно у меня кислая. И приготовила ложку кукурузного крахмала. Можно, в принципе, и картофельный взять, но кукурузный лучше. И теперь довожу почти до кипения. Вот только первые бульки появятся, выключаю. Сейчас положила только сахар. Минутку даю сахару раствориться. Вот только первые бульки появились. Кладу крахмал, размешиваю его хорошо. Начинает вот кипеть, выключаю, отставляю. И нужно дать остыть вот до комнатной температуры. И вот смотрите, вытаскиваем замороженный кусок. Я его уже здесь разбила, чтобы не занимать время. Вооружаемся вот таким вот ножом. Иногда нужно и молотком. А нож, если вдруг у вас не разбивается, особенно если вы сделали со сливками этот десерт, а не просто молоко и сгущенное молоко, то тогда оно получается жирнее, намного вкуснее, но разбивается хуже. Но когда вытащили кусок, дайте просто-напросто полежать, буквально, я не знаю, минуту-две. И потом вот нужно разбить, вот не разбился кусочек, вот на такие вот на такой вот лед. Вот, видите, он такой сыпучий получается. Разбиваю его молотком. А теперь уже накладываю один из вариантов, который хотела показать. В креманки накладываю. Вот он разбитый лед. Пополам сначала. Половинку положила. Теперь вот соус, который
делала из черной смородины, пойдет сюда. И такой же соус я сделала из мороженого манго, кусочки манго. Все то же самое. Вот он у меня, правда, густоватый немножко получился, хотя вроде нет, нормальный. Еще я сюда брошу немножко кусочков фруктов. Ну, это моя вот интерпретация, так скажем, уже. Но вообще, вот как вот я почитала, в Корее тоже так делают, что вот разделяют. Еще сюда клубничку добавлю. В общем, ягоды те, которые, естественно, у вас есть. Теперь кладу сюда до конца. Немножко вот горочкой так даже. Теперь вот не жалея поливаем ягодным сиропом. Добавляем кусочки вот так вот фруктов. Можно взять и замороженные ягоды. Должно быть прям много и сиропа, и фруктов. Ну а сюда я положу чернику. Смородины у меня свежей нет. Замороженная кислая. Поэтому положу чернику. И второй вариант. Берем пиалу какую-то, кладу туда пакет. То есть делаю на одно большое блюдо. Также выкладываю все. Из вот литра всего льда получается 15-17 маленьких креманов. Либо можно сделать вот 2-3 больших. Но это опять же в зависимости, насколько большой размер у вас креманок. Тоже положу вовнутрь немножко клубники. Теперь беру блюдо, на котором буду подавать. Переворачиваю. Вот так вот. Убираю чашечку. Снимаю пакет. Добавлю сюда еще кусочки мороженого. Вот прям вот так вот кубиками. И дальше все то же самое. Поливаю сиропом вкусным, любым ягодным. Украшаю теми же фруктами, ягодами, которые у вас есть. Если вы любите замороженные ягоды, тоже подойдет. Поэтому вот украшайте. Но десерт в жару – это просто улетный десерт. Поэтому вот вам два способа подачи: в маленьких креманках или на общий стол в большой с добавлением немножко мороженого пломбира. Угощайтесь, пусть вам будет не жарко в самую жаркую погоду. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.